Дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители моего YouTube канала. Маленькое объявление. 8 апреля в 19 часов я буду проводить очередной лайвстрим в YouTube параллельно с общением в комнате авиация в Клабхаусе. Кто-то знает про эту сеть, кто-то не знает. Это сеть аудиочатов, где можно голосовыми сообщениями, соответственно, ввести онлайн-конференцию. Преимущественно я буду отвечать на вопросы из Клабхауса, но если вы в чате будете оставлять свои комментарии или вопросы, я буду выбирать самые интересные и тоже периодически на них отвечать. Но самое важное, что в процессе этого мероприятия я хочу сделать объявление о запуске нового проекта. И этот проект будет реально очень интересный для всех моих подписчиков, для комментаторов. И этот проект, который поможет ответить на очень животрепещущие вопросы, которые вы иногда задаете мне в комментариях на тему обучения на пилота. Поэтому все, кто мечтает стать летчиками, все, кто всю жизнь мечтал стать летчиками, этот проект будет специально для вас. И подробности вы узнаете 8 апреля в 19 часов. Приходите на мой YouTube канал, включайте живую трансляцию, слушайте, задавайте вопросы, комментируйте, проявляйте активность. Спасибо. Увидимся. Всем привет, и с вами снова я, Андрей Борисевич, на моем канале об авиации. Сегодня я хотел поговорить об одной теме, которая называется тайп-рейтинги. Что такое тайп-рейтинги, для чего они нужны, в каких случаях требуется их получение, как их получают и в конце концов сколько это стоит. Причина, по которой я решил записать это видео про тайп-рейтинги, очень простая. Я только что получил тайп-рейтинг на Honda Jet, буквально вернулся 3 дня назад. И месяц назад я получал тайп-рейтинг на Vision Jet. То есть на сегодняшний день у меня 4 тайп-рейтинга, и пока свежи мои воспоминания, я решил как-то все это сформулировать и записать для вас очередное видео. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь и комментируйте, если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Давайте начнем с первой темы. Зачем нужен тайп-рейтинг и для чего его получают? Значит, согласно американских федеральных авиационных правил, на которые я часто ссылаюсь в своих видео, тайп-рейтинг требуется нам в 3 случаях. В первом случае, если взлетный вес вашего воздушного судна больше, чем 12 500 фунтов, то есть 5700 килограмм. Второй случай, если вы собираетесь летать на реактивном самолете, будь то турбоджет или турбофант, неважно. И третий вариант, если производитель потребовал получения специального обучения и тайп-рейтинга на их конкретный самолет. Я все 4 свои тайп-рейтинга получил именно по второй части требования, потому что все типы, на которые я получал тайп-рейтинги, это реактивные самолеты. Airbus 320, Learjet 60, Vision Jet и Honda Jet, их объединяет воедино то, что у них есть турбофан-двигатель, который, собственно, создает тягу процентов на 70-80 за счет вращения фана и остальную тягу за счет выброса реактивной струи. И принцип работы этого двигателя — это, собственно, реактивное сопло, как в ракетном двигателе. Просто огромный горящий факел, который вращает турбины, компрессора и так далее и тому подобное. Именно для такого рода самолетов, оборудованных такими двигателями, вам нужно получать тайп-рейтинг. Где можно получить тайп-рейтинг? Для этого существуют специальные учебно-тренировочные центры, плюс-минус такие же, как летная школа Sky Eagle Aviation Academy, но немножко на следующем уровне, скажем так. Если взять сравнение, то школа Sky Eagle Aviation Academy, в которой я работаю и которая обеспечивает Private Instrument Commercial и линейных пилотов, это школа 141, регулируется правилами 141. И она, я бы сказал, относится к, если проводить аналогию к обычной школе, это где-то с 1 класса по 8, по 9, с 1 по 9, вот так скажем. А получение тайп-рейтинга — это уже специальное образование на конкретный тип самолета, это, считайте, 11-12 класс, узкая специализация. Поэтому центры, которые обучают на тайп-рейтинге, это несколько типов. Либо это центры, принадлежащие авиакомпании, то есть это может быть центр при United, при Delta Airlines, при American Airlines, при какой-нибудь такой конторе. Либо это независимые учебные центры, которые регулируются партом 142, и к ним относятся такие известные центры, ну, например, самый известный для бизнес-авиации — это Flight Safety. И есть такая еще сеть CAE, есть Simcom,
Кто еще там есть? Ну, в общем, наверное, 3-4 имени можно вспомнить по памяти. Это центры, которые занимаются обучением на тайп-рейтинге. И третий тип — это учебные центры при производителе. Ну, например, Honda Jet имеет свой учебный центр, который создан специально от Flight Safety, но он находится прямо на заводе Honda Jet. То есть можно сказать, что Honda Jet использует инфраструктуру и сертификат Flight Safety для того, чтобы учить на свой тайп-рейтинг, на свой самолет. Нигде больше Honda тайп-рейтинг получить нельзя. Ну, есть как бы маленькие исключения, об этом я попозже поговорю, но в принципе нельзя. И Flight Safety, который находится на территории Honda Jet завода, дает только один тайп-рейтинг Honda Jet. Там нельзя получить никакой другой. То есть можно сказать, что производитель прикарманил себе один из филиалов Flight Safety и готовит на их базе пилотов на тайп-рейтинг Honda Jet. Vision Jet пошел еще интереснее. Значит, завод Cirrus, они вообще не отдают на аутсорс никакое обучение. Все производится прямо на заводе Cirrus, специалистами Cirrus, инструкторами Cirrus. Все работают на Cirrus. И это никакая не независимая учебная организация. Это конкретно завод Cirrus, который дает тайп-рейтинги. Разобрались, кто готовит, разобрались, зачем готовят. И сейчас поговорим немножко про то, как происходит процесс получения тайп-рейтинга и сколько это занимает. Следующая тема, из чего состоит обычно программа подготовки на тайп-рейтинг. Значит, программа состоит из нескольких блоков. Первый блок — это теория. Теория всегда проходится до того, как начинается тренажерная подготовка. Теория в основном включает в себя изучение систем самолета. То есть все начинается с того, что мы изучаем, что это вообще за самолет. Его параметры: длина, высота, размах крыла, радиус разворота, какие у него есть ограничения, максимальная скорость, максимальный потолок, сколько топлива он берет на борт и так далее и тому подобное. Обычно на граунд уходит от 1 недели и до, может быть, 3 недель. По-моему, самый длинный граунд у меня был на самолете Airbus 320. Я боюсь сейчас соврать, но, по-моему, это было что-то около 18 дней только на граунд. У Airbus реально очень много систем, они все очень продвинуты, и одно только изучение систем занимает действительно очень много времени. Изучается электрическая система, топливная система, изучаются двигатели, изучается авионика. На Honda Jet, например, целый день был посвящен программированию Flight Management компьютера. То есть, поскольку там 3 многофункциональных устройства, это PFD слева, PFD справа, посередине MFD, Multifunctional Display, и внизу еще 2 CDU, которые занимаются программированием тачскрин дисплея. Для людей, которые не использовали раньше Garmin, например, в работе тысячной, не работали с тачскрин устройствами, например, с iPad'ами, для них это достаточно такой серьезный вызов, на который им приходится потратить, ну, реально от 1 дня и более для того, чтобы понять, как эта штука вообще работает и как она программируется. Вот классы, где мы готовимся на тайп-рейтинг. Что интересно, что вот этот вот компьютер с вот этим вот GCU полностью симулирует кабину. То есть сюда выводится программное обеспечение с такими же PFD, MFD, всеми функциями, как в настоящем самолете. И вот эта тачскрин панель, это гарминовская панель, такая же, как и в Honda Jet. С ней можно играть. Все функции программирования FMS можно отработать на вот этом вот типа SBT компьютерном тренажере. Это очень хорошее подспорье для того, чтобы подойти к тренажеру уже подготовленным и не тратить в тренажере время на программирование FMS, инициализацию компьютеров и подготовку кабины. Нам вообще сказали, что норматив на подготовку кабины Honda Jet должен быть не больше 10 минут. А вот это вот, собственно, тачскриновый комплекс. Он тоже симулирует кабину Honda Jet. Называется он GFC, Graphical Flight Control, или Graphical Flight Cockpit. Не знаю, как они правильно расшифровывают. Значит, вот эти вот все тачскриновые экраны симулируют лейаут кабины. Посередине находится такой вот типа настоящий, как будто бы MFD, и 2 настоящих панельки управления FMS. Левый телевизор показывает мне мою типа левую консоль под левой рукой, как в самолете. На экранах появилась консоль самолета. Средний телевизор показывает мне центральную консоль. Вот, например, если я хочу запустить самолет, я нажимаю кнопку Battery, и пошла процедура инициализации. То есть все как на настоящем самолете. Загружается PFD, загружается MFD, загружаются тачскрины.
начинается инициализация. То есть это процедурный тренажер по-простому, который, собственно, симулирует все действия пилота в кабине, даже не переходя в режим Full Motion симулятора. Покликаем по нашему чек-листу. Проверка кислорода. Как видите, все нажимается, все контролсы тыкаются. Вот, я могу, например, подключить себе внешнее питание или начать сразу инициализацию самолета. Тестирование систем. Это все как на живом самолете. То есть вот центральная консоль, она, конечно, плоская, но все вот это работает и двигается. То есть, например, выпустить щитки, перевести закрылки, выпустить. Все вот эти кнопочки. Это все абсолютно кликабельные штуки. Создают полнейшую, тотальную иллюзию программирования настоящего самолета. Это процедурный тренажер. На нем мы не летаем. Мы на нем именно тестируем и прогоняем вопросы управления электроникой и авионикой. То есть вот я нажимаю на кнопку на штурвале, фактически симулируя действие колесика на штурвальной колонке, как это работает на живом самолете. Starting Engine. Запустить двигатель на этом самолете вообще элементарно. Нажимаем кнопку Engine Start, переводим Throttle Idle и пошел запуск двигателя. Нормальный старт. Запускаем второй. Стартер работает. Идет запуск. Ну вот, собственно, все запустилось. Ну и так далее. И дальше мы начинаем там забивать флайт-план, играться со всеми штуками. Можно пойти там забить флайт-план, куда мы летим. Хочу домой. KFXC. И так далее, и тому подобное. Вот такой вот процедурный тренажер. Перед походом в реальный тренажер очень полезно поработать здесь. Не так просто для олдскульных пилотов, которые приходят даже с реактивной техникой, но которые не летали на глаз-кокпите, на стеклянной кабине. Каждый день изучается 2-3 системы, изучаются ограничения, то, что называется limitations, и обязательно изучаются memory items. Memory items — это то, что мы должны запомнить на случай выполнения аварийных процедур. Ну, там один из типичных memory items — это emergency descent, в случае, если кабина разгерметизировалась и нужно совершить молниеносное снижение, чтобы не вырубиться. То есть есть memory items, там, которые чаще всего они на всех самолетах плюс-минус одинаковые. Сначала ты надеваешь на себя oxygen mask, переключаешь микрофон на маску, потом убираешь мощность на малый газ, выпускаешь спидбрейки, в зависимости от того, что есть на самолете. Это могут быть спидбрейки, это могут быть какие-то интерцепторы, что-нибудь такого типа. И после этого инициируешь снижение на максимально допустимой скорости. Эти memory items проверяются на экзамене, мы должны знать их наизусть, без того, чтобы заглядывать в чек-лист или там вспоминать, о чем идет речь. Естественно, мы изучаем чек-листы, нормальные чек-листы, ненормальные чек-листы, что называется normal и abnormal, и emergency чек-листы на предмет того, что мы понимаем, в каком месте какой чек-лист можно найти. Выучивать их не надо, но мы должны знать хотя бы, какие чек-листы существуют для данного конкретного самолета. Продажа самолетов Cirrus в России и СНГ. Новых ИБУ. Компания Flydreams Aircraft. После того, как мы заканчиваем Ground School, в конце каждой Ground School обычно дается письменный тест. Письменный тест всегда включает в себя либо 50, либо 100 вопросов, не знаю почему столько. Это multiple choice, то есть тебе дается один вопрос и 3-4 варианта ответа, соответственно, нужно выбрать правильный ответ. И в конце преподаватель проверяет твой тест, желательно, чтобы ты набрал 100%. Ну, в общем, все делают так, чтобы набрать 100%. После этого вы допускаетесь на тренажер. Значит, какие есть способы прохождения вообще летной подготовки?
В 90% случаев используется тренажер. Это не простой тренажер, это тренажер full motion, то есть полностью подвижный, он движется во всех плоскостях и полностью симулирует кабину самолета. Level D симулятор для самолета Honda Jet существует только в единственном экземпляре. Находится он прямо на заводе Honda Jet. Как видите, он очень высокий, под него обычно строят отдельные пристройку к зданию, как это сделано в данном случае. Он стоит на глиняных ногах, либо это гидравлика, либо это электрика. Сейчас современные методы — это электрические моторы. Собственно, что я здесь и вижу, это не гидравлика. Вот это вот огромный шкаф, это шкаф управления всем этим хозяйством. Там стоят компьютеры. Сейчас самолет находится в движении. Вот я вижу по углу наклона кабины, что сейчас он довольно высоким тангажом летит. Это либо заход на посадку, что скорее всего, либо взлет. Учитывая, как его сейчас шатает, возможно, инструктор дает сейчас дополнительные вводные, типа турбуленция, например, или может быть виндшир. Я вчера летал сдвиг ветра. Я представляю, как колбасило эту кабину снаружи, потому что внутри сидеть было как в настоящем самолете. Кабина соединяется вот таким мостиком. Вот этот мостик поднят, когда симулятор находится в движении. И когда нужно выйти, симуляторная кабина приводится в статичное положение и мостик опускается. Вот это все это трубки кондиционера. Они обеспечивают циркуляцию воздуха внутри кабины. О, вау! Бывалые пилоты, с которыми я общался на том же самом Airbus тренинге, они утверждают, что Level D, вот этот вот самый мощный симулятор с полностью вращающейся кабиной, процентов на 98-99 совпадает с реальным самолетом. И в принципе, если ты научился летать на тренажере, то скорее всего в реальной жизни особых проблем с самолетом испытывать не будешь. Занятия начинаются в 8:30. И каждый день после занятий, где-то часа в 4 мы заканчивали, и по одному человеку мы ходили на статичный тренажер. Статичный тренажер — это, по сути дела, полная копия самолета, но только без моушена, то есть она не шевелится. Вот у меня здесь есть модель движущегося тренажера, это так называемый Level D Full Motion симулятор. И он же у меня сейчас двигается и шевелится на фоне этого видео. Вот там, видите, так красиво подсвеченный. Это и есть тот самый Vision Jet симулятор, полностью подвижный. То есть это full motion. Именно на этом симуляторе сдают экзамены. Именно на этом симуляторе готовят основную часть программы. Помимо тренажера могут использоваться и реальные самолеты. На самом деле у меня на Vision Jet Type рейтинге использовался на экзамене и симулятор, и самолет. Сегодня мой первый день на симуляторе на Full Motion. Я, к сожалению, не записывал видео на прошлой неделе, потому что было довольно скучно, 4 дня граунда. И, в принципе, записывать было особо нечего. Мы сидели в классе, учились, проходили теорию, изучали системы самолета. Сегодня у меня была первая сессия на Full Motion симуляторе. Сейчас я жду инструктора, мы полетим на настоящем самолете делать тренажер Stick, Push and Shaker. То есть вот когда переходишь на срывные режимы, на Vision Jet стик начинает трястись, а если ты не исправляешь эту ошибку, то срабатывает стик-пушер, который сам толкает стик вперед, и самолет опускает нос и выходит из срывных режимов. Посмотрим, как это будет. На самом деле это прикольно. Обычно, когда тренируешься на тренажере, на Full Motion симуляторе, тебя на самолет не пускают. Ты все делаешь на симе. А у Цируса, в силу того, что симулятор не реплицирует все функции, в том числе с пушера нету на симуляторе, они включают один элемент, это полет на настоящем самолете, на вот эту вот тренировку. Вот на этом самолетике у меня сейчас будет Stick, Shaker and Pusher тренинг. Запускаем самолет настоящий. Garmin загрузился, и по чек-листу нам нужно проверить, что здесь Emergency Power. 24.7 is good. Battery 1 on. Oxygen pressure check. Хорошая погода мы сегодня выбрали для полета. Окей. PFD загрузился. MFD загрузился. Oxygen pressure check.
у нас есть pressure 1581, проверено. Oxygen Master Switch on. Включаем его on. Я слышал. Check and set to 135 flow. Главное, чтобы маска не выпала. Есть. Есть. Oxygen Microphone Selector. Check. Prop heat on. И проверить. Flaps set to 50. Флэпсы поехали. Lights in and check operations. Autopilot on. Я слетал 40 минут на тренировку на стик-пушер и шейкер, и после своего экзамена я еще раз слетал на самолете 2 инструментальных аппроуча для того, чтобы снять ограничения. Я вам сейчас расскажу о том, какие могут быть ограничения. Ну и, собственно, весь процесс подготовки заканчивается чекрайдом. Слово чекрайд вы будете слышать от меня очень часто. Чекрайдом заканчивается любая программа подготовки в Америке, будь то Private Instrument, Commercial, Multi-Engine, ATP. Все, что требует получения лицензии, заканчивается чекрайдом. Чекрайд по-русски это экзамен. На экзамене мы всегда сдаем устную часть, это занимает час, 2, иногда 3, и практическую часть на тренажере, либо на реальном самолете. Ну вот Honda я сдавал только на тренажере, Vision я сдавал половину на тренажере, половину на реальном самолете. Learjet 60 только на тренажере и Airbus тоже только на тренажере. Но я допускаю, что могут быть разные варианты, особенно на той же самой Honda. Это вот то исключение, о котором я собирался сказать. В Америке есть один экзаменатор, который имеет право принимать экзамен на реальном самолете и выдавать тайп-рейтинг на Honda. Я слышал, что есть еще 2 или 3, которые вот-вот получат это разрешение и станет полегче, но на сегодняшний день пока это один человек. Вообще с Honda Jet есть некая эксклюзивность, так же как и с Vision. Вы не можете выбрать, где получать этот тайп-рейтинг, потому что завод диктует свои условия. Honda Jet хочет, чтобы вы получали все у них на заводе, в филиале Flight Safety, а Cirrus хочет, чтобы вы Vision Jet получали только на заводе Vision, и никаких вариантов вообще нет. Нет даже ни одного экзаменатора, который принимает экзамен на Vision Jet. Вторая неделя обучения на тайп-рейтинг, она как раз начинается вот с этого симулятора. Здесь ребята в Cirrus подходят ко всему очень релаксово, то есть здесь нету никаких ночных сессий, здесь нету длинных сессий по 4 часа, как это обычно есть у профессиональных пилотов, потому что Cirrus Vision Jet сделан для обычного среднего частного пилота, и программа, она тоже адаптирована по, так сказать, по составляющей, по ее содержанию, по специфике, она тоже заточена под обычного среднестатистического пилота-любителя, который не про и который не собирается летать профессионально, поэтому ему не нужны ночные сессии в 2 часа ночи, он не хочет вставать в 6 утра, чтобы переться на тренажер и так далее. Вся программа очень сделана лайтово, вот я бы так сказал. Вчера у меня была сессия 8:30, 2,5 часа, в 11 мы закончили, в 12 мы приняли здесь ланч, здесь, кстати, кормят, здесь дают полноценные обеды, но я бы не сказал, что это полноценные обеды, как правило, это сэндвичи и какой-нибудь салат. И в 2 часа у нас была еще одна сессия уже на статичном тренажере. Сегодня у меня было здесь 2 сессии на этом симуляторе, я делал с утра одни упражнения, потом у нас был перерыв, обед, потом у нас была теория. Где-то часа полтора, наверное, меня опрашивали по всем системам, готовя к чекрайду. И потом в 4 часа была еще одна сессия. Вот сейчас 7 вечера, я закончил час назад. Вот в таких брифинг-комнатах проводятся брифинги и дебрифинги после обучения. Вот мой инструктор. Комнатка забронирована для меня. Поэтому, когда мы заканчиваем сессию в тренажере, приходим сюда и делаем здесь разбор полета. Но в моем случае разбор очень короткий, к счастью. А вот здесь вот есть комнатка, где мы делали первичное обучение, Ground School. Так строится программа. То есть сегодня я начал в 8:30 и закончил вот уже почти 7:30. Фактически весь полный день. Завтра у меня будет одна сессия на этом тренажере. И после этого мы будем тоже разговаривать по системам. Меня будут опрашивать и готовить к четверг к экзамену. В четверг у меня назначен чекрайд. Чекрайд будет состоять из 2 частей.
Первая часть будет проходить здесь, на тренажере. То есть, как обычно, до чек-райда у меня будет oral, то есть у меня будут задавать вопросы. Примерно 1,5 часа будет длиться oral. В основном мне сказали, что он будет проходить по системам. Ну, как правило, oral, когда тайп-рейтинг уже дополнительный к существующему, он действительно посвящен специфике конкретного самолета. То есть вряд ли кто-то будет меня спрашивать про общие вопросы, regulations или еще что-нибудь. То есть это будет про самолет. Вторая часть у меня будет здесь, на Симе, и третья часть у меня будет на реальном самолете. На реальном самолете мне нужно будет сделать 2 аппроуча, и сделано это для того, чтобы снять ограничение на 25 часов Supervision. Если все это в четверг у меня получится, экзамен у меня начинается в 8 утра, то где-то после обеда я выйду отсюда с заветной корочкой, точнее листиком А4, на котором будет написано, что у меня есть дополнительный тайп-рейтинг на самолет Cirrus Vision Jet SF-50. Еще интересный момент про тайп-рейтинг заключается в том, что после получения тайп-рейтинга впервые, когда вы в первый раз становитесь командиром на каком-то конкретном типе, вас обычно в лицензию вам навешивают ограничения. 25 часов вы должны слетать under supervision, то есть под управлением опытного командира либо инструктора. Пока вы эти 25 часов не налетаете, вы самостоятельно летать на данном типе не можете. Если это авиакомпания, то там вообще все просто. Авиакомпания вас сажает в правую чашку, потом вас немножко перемещают в левую чашку, с вами сидит опытный командир, он делает вам observation, и все понятно. Если вы летаете частным образом, то есть, допустим, вы приобрели Honda Jet, и вы хотите на нем начать летать, и для вас это первый тип, в этом случае вам посадят инструктора, конечно, вы должны будете ему платить деньги, и этот инструктор должен будет с вами налетать 25 часов, чтобы финально подтвердить, что да, ваш тайп-рейтинг, он подтвержден реальной практикой, вы это все делаете на реальном самолете в реальных условиях, летаете кросс-кантри, как правило, из города в город, из города в город, в разных условиях, на разных высотах, с разными условиями захода, выполняете инструментальные, визуальные, с обледенением, без обледенения, чтобы инструктор полностью убедился, что вы можете летать на этом самолете самостоятельно. Особенно это касается самолетов, которые предназначены для управления одним пилотом. Это тоже интересный момент. В основном тайп-рейтинги могут быть нескольких типов. Вы можете получить тайп-рейтинг на самолет как второй пилот, что называется second in command. Это не дает вам права выполнять функции командира, но вы можете летать вторым пилотом. Например, на Learjet 60 и на Airbus 320 это многочленные самолеты для многочленного экипажа. Там можно быть и pilot in command, и second in command. Поэтому, если вы или ваша компания отправит вас на second in command, на второго пилота, это будет для компании чуть дешевле. Вы будете летать тренажеры только справа, вас не посадят в левую чашку, и вы будете выполнять очень второстепенные функции, чтение чек-листов, выполнение emergency процедур, и вы будете летать с правой стороны. Но без тех упражнений, которые будут даваться командиру, потому что командир, помимо всего прочего, он еще и управляет процессом принятия решений и т.д. и т.д. и т.д. Это первый тип, SAC. Второй тайп-рейтинг может быть PIC, Pilot in Command. Это уже полноценный тайп-рейтинг. И если вы получаете тайп-рейтинг на самолет с 2 пилотами, то есть многочленный экипаж, то у вас будет слева, точнее вы будете сидеть слева, и справа у вас будет либо ваш напарник, с которым вы постоянно меняетесь местами, либо если напарника у вас нету, то вам посадят инструктора, который будет выполнять функции второго пилота. Он будет читать вам чек-листы, выдавать вам всякие стандартные колл-ауты и так далее и тому подобное. То есть он будет как бы симулировать работу второго пилота. И есть третий тип, это Single Pilot Type Rating. Вот то, что я сейчас делал на Vision Jet и то, что я делал на Honda Jet, это чистый Single Pilot Type Rating. То есть у меня в свидетельстве нет ограничений на полеты на Honda Jet, чтобы я обязательно был с кем-то. Я могу сесть один и спокойно на нем полететь. То же самое на Vision Jet. Я могу сесть на Vision Jet 1 и спокойно на нем полететь. Опять же, те же самые 25 часов пресловутые. Если вы никогда не получали Single Pilot Type Rating, то вам могут всунуть 25 часов Under Observation. Мне удалось этого избежать и на Vision, и на Honda. На Vision, потому что я слетал на реальном самолете 2 аппроуча и доказал, что я могу управлять реальным самолетом. А на Honda, потому что у меня уже 4-й type. И уже у меня есть Single Pilot Vision, поэтому они сказали, что мне это не требуется. Но такие нюансы могут быть. Всем привет, дорогие подписчики моего канала. Как вы помните, в выпуске про вертолет
мы объявили о том, что будет проходить конкурс, в котором разыгрывается рюкзак, фирменный рюкзак от Cirusa. Можете посмотреть, как это было. И условием этого конкурса было задать мне какой-то вопрос в комментариях, и тот вопрос, который набирает больше всего лайков, тот, соответственно, становится победителем. Я сегодня как раз рад объявить победителей. Мы подвели итоги конкурса 1 апреля. И на 1 апреля первое место занял вопрос: когда ты стал пилотом, страшно ли стало летать пассажирам? Этот вопрос набрал больше всего лайков, 189 лайков он собрал. И автор этого вопроса Николай Мадонов. Я пытался сегодня с утра связаться с Николаем через социальные сети, даже звонил ему там на какой-то вконтактовский телефон, но, к сожалению, он не снял трубку, поэтому, Николай, если вы сейчас смотрите этот выпуск, пожалуйста, свяжитесь со мной по всем контактам, которые есть в этом ролике в конце, либо в информации о моем канале. И также моя команда посоветовалась и решила, что надо наградить второе место, потому что отрыв реально очень маленький. 189 лайков у первого вопроса и 187 лайков у второго. Второй вопрос был: скажите, пожалуйста, с какими проблемами могут столкнуться молодой пилот, который приехал в Америку, чтобы найти работу, имея ИКАО 4-5 уровень, хороший разговорный английский язык. Этот вопрос собрал 187 лайков. Действительно небольшой отрыв, поэтому для второго места у меня тоже будет предусмотрен какой-то приз. Пока еще не знаю какой, но придумаю. Автор этого вопроса юзер с ником Owaker, O-W-Y-A-C-E-R. Тоже свяжитесь, пожалуйста, со мной, и мы обсудим, как и когда вы получите свой приз. Такой конкурс. Конкурс завершен. Когда будет следующий конкурс, мы объявим. Пока что достаточно. Мне очень понравилась ваша активность. Достаточное количество комментариев. По-моему, под этим роликом у нас под 900 комментариев, если не ошибаюсь. И очень много интересных вопросов. Теперь же я начну на ваши вопросы отвечать. Из всех заданных вопросов я отобрал порядка 45 наиболее интересных вопросов. И начиная с завтрашнего дня я начинаю записывать видео с ответами на самые интересные вопросы. Теперь у нас каждую субботу, где-то через неделю-две, начнут выходить выпуски с ответами на ваши вопросы. И это будет весь апрель и весь май. Спасибо большое за активность. Задавайте свои вопросы в комментариях, если они у вас есть. И подписывайтесь на мой канал. Пока. Быстро скажу впечатления, пока они не стерлись из памяти. Я думал, что будет легче. То есть вот реально я думал, что мне будет гораздо легче, потому что после airbus'овского тайп-рейтинга, когда я вообще там 3 недели не спал практически, после Learjet 60 с последующими там 4 рекаррентами, я думал, что меня, в принципе, VisionJet не удивить. Но то ли я старею, то ли я как-то ожидал, что это будет гораздо лайтовее, но оказалось, что это не так просто. Теория фигня, то есть теория по системам, она, конечно, там несложная. Самолет сам несложный, системы достаточно простые, цифр запоминать надо не очень много. Правда, очень много memory items. На Airbus у меня, по-моему, было 7 memory items, а здесь их штук 30, наверное. То есть как бы не очень логично сделано, но неважно. Но на Симе как-то оно, как-то правильно сказать, короче, я быстро устаю. То есть вот этот симулятор, то ли визуализация так сделана, то ли самолет, слишком много телевизоров, потому что PFD, MFD, G1, G2, G3, как бы все на кнопках, дофигища авионики. Это сильно отличается от Learjet, на котором я привык летать. И после 2-3 часов сессии я, честно говоря, чувствую себя слегка замотанным. Плюс я решаю рабочие вопросы, плачу людям зарплату, отвечаю на имейлы в перерывах, созваниваюсь с кем-то, у меня телефон не прекращает звонить ни на секунду, и это тоже как бы вносит такой дистракшн. Получается, что я и не на учебе, и не на работе, и все это вместе как-то все перемешивается. Короче, на вторую сессию я обычно прихожу уже такой вялый. Хотя вот сейчас вторую сессию я слетал очень хорошо. У инструкторов впервые за эти 2 дня не было ко мне ни одного замечания на брифинге. Что обычно странно, потому что все инструктора пытаются для брифинга что-то найти, для дебрифинга и найти какие-то вещи, которые можно улучшить. Вот, это означает, что я слетал хорошо, но, опять же, я не могу сказать, что я полностью доволен всем процессом. Есть дофига чего можно улучшать, и я, в принципе, очень рад, что, несмотря на свои 6000 часов, я каждый раз нахожу что-то новое и чему-то заново учусь. Каждый раз. Сегодня мы с инструктором
обнаружили еще две интересные фичи, которые мы очень долго дискутировали. Мне пришлось вовлечь еще своих друзей. Короче, мы тут штурмили и нашли еще пару таких интересных вещей в законодательстве, в регуляциях, которые раньше для меня были неочевидны. Хотя, казалось бы, что можно уже найти интересного в VR approach'ах или локалайзерах. Но, тем не менее, мы нашли. А теперь, что касается атмосферы. То есть, поскольку я учился и в Honda Jet, который делается совместно с Flight Safety. До этого я учился во Flight Safety на 60-м Learjet, раза 3 или 4 с учетом всех рекаррентов. И до этого я учился в Панаме на Airbus 320. У меня, в принципе, есть маза, чтобы сравнить все разные подходы в 3 разных учебных центрах. Наверное, самый строгий у меня был Flight Safety в Тусоне. Это штат Аризона. Там самые строгие правила, там никаких поблажечек, там все по процедурам. В основном военные летчики — это инструктора, либо инструктора, которые во Flight Safety на протяжении там 30 лет. У меня был экзаменатор, супервайзер, которому было под 80, и он во Flight Safety отработал там что-то лет 45, что-то типа такого. Поэтому там очень серьезные ребята и считается самая высокая строгость. В Панаме на Airbus меня учили все бывшие командиры с авиакомпании в Джамайка. Я не знаю, почему именно Джамайка. Видимо, кто-то первый залез и притащил всех своих соотечественников. Все они были ямайцы, все они летали в Джамайка. Все пенсионеры, там 65+, но очень опытные, классные чуваки. Vision Jet совсем другая история. Cirrus, он в основном рассчитан на пилотов-владельцев, а не на пилотов-про, профессионалов. Поэтому они постарались свою программу сделать полайтовее, поспокойнее, поразмазаннее, предполагая, что у человека это будет первый тип, не второй, не третий, не пятый. Предполагая, что он делает транзишн с обычного Цируса поршневого SR-20 или SR-22, просто апгрейдится на следующий самолет. Поэтому все очень как-то душевно, спокойно, обедики привозят, все там секретарши знают тебя по имени, все приходят с тобой здороваются. Инструктора, как правило, не нажимают, не давят ничего. Нужно дополнительное время, иди купи себе дополнительный симулятор. Кстати, если вы не укладываетесь в отведенную программу, то тренировочный центр заставит вас пройти дополнительное тренажерное время, за которое вам придется заплатить. Про деньги мы сейчас поговорим, кстати. Ну, собственно, я бы сказал, что Flight Safety — это такая история для про-пилотов. А вот Vision Jet — это все-таки больше такое для владельцев, для будущих пилотов, которые сами же владеют самолетами, которым нужен такой немножко лайтовый подход, без каких-то очень больших таких ограничений, сложностей и давления. С пропайлотами, конечно, так не прокатывает, потому что к пропайлотам обычно и гораздо выше спрос, и гораздо больше требований на тренажерах, выполнение, выдерживание всех параметров и так далее и тому подобное. Honda, она такая посередине как бы, то есть она вроде и для оунеров, но вроде как и для пропайлотов. Я бы сказал, что довольно жестковато там было. Расписание не очень удобное. Там у меня симуляторные сессии, например, стояли во Flight Safety в Honda каждый день в 5 утра. То есть, представляете, вы 10 дней подряд приходите на тренажер в 5 утра, с 5 до 7 вы летаете, с 7 до 9 вы сидите вторым пилотом, если хотите посидеть. Я, например, всегда отказывался, но такая опция существует у своего напарника. Ну и как бы к 10 утра вы уже, в принципе, все, для вас день закончился. То есть это так, довольно сурово. В Панаме, например, когда я учился, у меня вообще все сессии были ночные. То есть они начинались либо в 11:30, либо в 5:50 утра, что-то типа такого. Ни одной дневной сессии в Панаме у меня вообще не было. Поэтому тайп-рейтинг такая, довольно тяжелая штука, она специфичная. Как правило, все тренировочные центры рекомендуют на 3 недели блокировать все дела, ничем не заниматься, только учиться. В принципе, наверное, это довольно-таки правильно. Сроки обучения. Значит, сроки обучения в тренировочном центре — это от 3 недель, как правило, и до месяца. Airbus у меня был, по-моему, 23 дня, что-то типа такого. Honda Jet 17 дней. Vision Jet был самый короткий, по-моему, 14 дней. 14 или 15. Поэтому это тоже время, которое надо закладывать. Деньги. Значит, деньги довольно дорого.
Все зависит от того, насколько редкий тип самолета. Чем реже тип самолета, тем, соответственно, дороже будет type rating. То есть, например, Airbus 320, Boeing 737, как самые распространенные типы, они могут стоить там около 10-12 тысяч за type. А вот редкие типы, например, Falcon какой-нибудь или Gulfstream, они могут и 50 тысяч долларов, и 60 тысяч долларов. Все, что остальное, это примерно посередине. Там Learjet 60, по-моему, 30-ку стоит. Honda Jet 35, Vision Jet 24. Кто платит? Как правило, платит работодатель, авиакомпания. Если вас нанимают на конкретный тип, они должны за это заплатить. Ну, а если, как вот в моем случае, Vision Jet я захотел себе сам, значит, платишь из своего кармана. Только что отлетал свой чекрайд. Вот на этом самолете. Половину чекрайда делал на симе, половину на реальном самолете. Так что теперь, я надеюсь, я рейтингованный Vision Jet Pilot. Как часто нужно проходить рекарренты? Значит, рекарренты — это ежегодные тренировки для поддержания летной годности на вашем типе самолета. Закон предполагает, что вы будете проходить рекаррент каждый год. Если же вы летаете в интересах чартерной компании, например, Par 135 или Par 121 регулярные перевозки, вы должны еще и каждые 6 месяцев проходить инструментальный чек, то есть тоже делать небольшой рекаррент. Как правило, это 3-4 дня. Вы вспоминаете всю теорию про системы, это 2-3 дня занимает. Один день у вас тренажер, как правило, дается один тренажерная сессия 4 часа, и на следующий день вы сдаете чекрайд. Чекрайд на рекарренте точно такой же, как чекрайд на первоначалке. Это меня очень сильно удивило, я думал, что будет такое все лайтовое, типа приехали, повторили, чик-чик, пробежали, сели в тренажер, слетали свободны. Нифига. Полноценный чекрайд, все те же самые 3 часа, тот же самый орал, те же самые вопросы, те же самые упражнения, все от и до. И это, кстати, очень круто на самом деле. Мне нравится, что это происходит именно так, потому что чем реже ты летаешь на самолете, чем больше ты его забываешь, естественно. Но даже если ты летаешь на нем регулярно, как у меня было на 60-ке, на каждом рекарренте я узнавал что-то новенькое. Ну вот реально, на каждом рекарренте что-то такое выскакивало, о чем ты там не знал или забыл, или не догадался. А тебе инструктор так бах, вовремя. Оп, а помнишь вот такая вот штука? Такой, блин, что, правда, серьезно? Точно, должен был знать. Ну вот такие вещи. Я бы сказал, что после первоначального типа вы самолет еще до конца не узнали. То есть вам нужно полетать изрядно, чтобы познакомиться с самолетом, узнать все нюансы, все тонкости. И еще через год вы, может быть, даже будете что-то узнавать интересное о данном конкретном типе. И даже, может быть, через 2. Поскольку в основном производители американские и европейские, то большинство тренажерных центров, где проходит обучение на Type, они, конечно, находятся в Европе, в Америке, но и в другой стране, которая использует те же самые типы самолетов, безусловно, есть тоже такие тренажеры. Я знаю, что в Сколково есть Boeing тренажер, у авиакомпаний российских есть авиатренажерные центры, у той же самой S7 есть, у Аэрофлота есть. То есть любая крупная авиакомпания имеет свои тренажерные центры, а все компании, которые помельче, они это аутсорсят на специальные летные школы и тренировочные центры. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите новые темы, предлагайте новые темы в комментариях, что для вас интересно. Я постараюсь собрать информацию и для вас рассказать. Пока!